Всем привет, друзья! Начался новый день, а это значит, что у нас начинаются новые приключения по Испании. Сегодня мы посетим город Аликанте, в который мы сейчас и направляемся. Также постараемся посетить крепость Санта-Барбара, а также сходить в порт и увидеть, как продают на аукционе свежее морепродуктов. Все это и многое другое мы увидим сегодня. Всем приятного просмотра, мы направляемся в Аликанте. Аликанте – город в Испании. Это столица провинции Аликанте в южном регионе Валенсии на Средиземноморье. Аликанте – важный портовый город. Население города Аликанте составляет 350 тысяч человек. Аликанте – один из самых быстрорастущих городов в Испании. Экономика в основном основана на туризме и производстве вина. Помимо вина, город также экспортирует оливковое масло и фрукты. Промышленность Аликанте производит, помимо прочего, продукты питания, кожу, текстиль и керамику. Находимся на знаменитой дорожке в Аликанте. Так красиво эта мозаика уложена, вообще круто. И пальмы такие классные. Красота, Испания. Жара градусов, наверное, 20 точно, наверное, 22 сегодня. Вообще жара. Я еще одел вторую кофту. Ну ничего. Оно так, ветерок где-то поддувает, где-то солнце, и нормально. Прогулявшись до конца этого бульвара, мы свернули налево, и перед нами появились гигантские статуи, которые были расположены на площади Пласа дель Аюнтамиенто напротив старинного здания мэрии Аликанте, вовнутрь которого мы тоже заглянем. Эти статуи находятся в книге рекордов Гиннесса по размеру своих фигур с 2020 года, созданных художником Хосе Мануэлем Гарсиа. Святой Иосиф имеет высоту более 17 метров, Дева Мария 10 метров, а младенец Иисус более 3 метров, а высота трех волхвов составляет от 11 до 16 метров. Он большой. Гуляя по улочкам Аликанте, мы наткнулись на очень оригинальную улицу, вдоль которой стоят грибы с разными выражениями лица. Также сверху на грибах есть разные насекомые. Еще есть и куда залезть детям, прямо домики для детей. Вдоль улицы много разных кафе, ресторанов, в общем, одна из самых запоминающихся улиц Аликанте. В интернете мы слышали интересную историю этой улочки, что ранее это была самая криминальная улица города, и мэр города, женщина, таким креативным способом победила преступность в этом месте. Правда или нет, напишите в комментариях. Прогулявшись по центру Аликанте, мы решили отправиться в гору на знаменитый замок Санта-Барбара. Приехав в Аликанте, просто невозможно не обратить внимание на его богатое историческое прошлое, ведь город построен у основания великолепного замка Санта-Барбара XIX века.
Это фортификационное сооружение участвовало в боевых действиях не единожды, при этом оно безупречно сохранилось. Сюда можно подняться на скоростном лифте, который доставит вас прямо на вершину горы, а для любителей приключений предусмотрена извилистая тропа, ведущая ко входу. Так как мы любители приключений, мы отправились пешим ходом в гору, где находится тот самый замок Санта-Барбара. Сейчас поднимаемся на крепость интересную. Фу. Подъем, конечно, серьезный. Сейчас залезем, посмотрим, что там есть интересного. Там вид открывается на Аликанте. Очень красивый. Хотя вон тут уже тоже вид неплохой. Сейчас посмотрим. Крепость Санта-Барбара находится в центре города Аликанте, Испания. Расположена на горе Бенакантель на высоте 166 метров над уровнем моря. На склонах горы Бенакантель были обнаружены предметы материальной культуры бронзового века, а также культуры иберов и римлян. Однако возникновение самой крепости датируется 19 веком до нашей эры, период арабского владычества на Пиренейском полуострове. Тут таких крепостей в Испании очень много. И они, в принципе, все похожи. Все имеют вид, ну, чтобы посмотреть на них сверху, вид на город. Похожие очень. Вход, кстати, бесплатный. Не знаю, он спросил, откуда мы. Сказали, что с Украины. И бесплатно. Пропустили, не знаю, надо платить, не надо. Вот здесь такая смотровая площадка. Мне кажется, до этого здесь стояли пушки, потому что с выходом на море, чтобы бомбить корабли. О, смотрите, какой пляжик там. Красота. Ну, с этой стороны тоже вид красивый на Аликанте. И он туда уходит, тот вид. Тоже классно по-своему. Сейчас пойдем чуть выше, поднимемся туда, на самую высокую точку. Оттуда посмотрим, что там. Зашли вовнутрь в крепость. Вот такое. Чисто под старину все красиво, по-своему. Кстати, замок называется Санта-Барбара. Вот этот вот весь. Наверное, здесь Санта-Барбару снимали. Здесь подъемы, как у нас в Норвегии. Чем не отличается? Постоянно вверх надо идти. Пока поднимешься, 100 потов сойдут. Да? 4 декабря 1248 года крепость была захвачена войсками Альфонса Мудрого, впоследствии короля Кастилии и Леона. Крепость получила нынешнее название в честь Дня Святой Варвары, на который пришелся захват цитадели. Так, тут куда? Сюда, наверное. Вот, смотрите, со скола как сделали.
Отличная старинная посуда. Опа, там драка. Что, дерутся? Шо вы, пацаны? За что деретесь? А, не мы, понял. Виды очень красивые открываются отсюда. Сейчас пойдем еще выше поднимемся. Вот сюда вход. Тут самая высокая точка получается. В 1296 году крепость завоевана Хайме II Арагонским, в проявлении которого была начата ее реконструкция. Да? Да. Красиво? Еще выше можно подняться. Вот здесь самая высокая точка. Здесь вид, конечно, открывается на всю Аликанте. Класс. Да, с той стороны тоже вон. Сейчас пойдем на ту сторону. Вот пушка здесь стоит. При Педро IV, короле V и Филиппе II перестройка крепости продолжилась. В 1691 году Санта-Барбара подвергается обстрелу со стороны французской эскадры. Во время войны за испанское наследство, период 701-714 год, удерживалась англичанами в течение 3 лет. В 1873 году вместе с городом была обстреляна испанскими повстанцами с фрегата Нумансия. В XVIII веке крепость постепенно теряет военное значение. Ее здание время от времени используется в качестве тюрьмы. Остается в полузаброшенном состоянии вплоть до 1963 года. После реставрации она была открыта для публичного посещения. Охранник стоит тут в углу. Кто заходит, он резко выбегает и нападает. Вот такая у нас сегодня прогулочка была по Аликанту. Чуть-чуть времени нема просто. Ну, в принципе, самые такие успели увидеть. Смотрите, какие врата на входе. Хорошие такие. Они как из дерева, но покрыты этим металлом, вон, тонким. А это дерево все. И решетки такие. В заключение этого дня мы решили отправиться в морской порт и посмотреть, как рыбаки доставляют на берег морепродукты и распродают их на аукционе.
Мы находимся в порту Вилахайос. Здесь рыбаки каждый день привозят свежую рыбу. Сейчас посмотрим, что здесь есть, вам покажу. Так что сейчас что-то интересное, может, нарулим. И также эту рыбу здесь на аукцион продают. Только на аукционе можно взять, так просто не купишь ее. Рыбаки приезжают сюда каждый день после обеда. Это говорит о свежести морепродуктов. Рыбаки сразу в море расфасовывают рыбу по типу и размерам, наполняя ее в лотки. Тем, кто не успел это сделать в море, они расфасовывают у причала. Далее всю рыбу выгружают на причал, и грузчики на телегах перевозят морепродукты в специальное помещение, где происходит аукцион. К сожалению, показать, как происходит аукцион, нам не удалось, так как там нельзя снимать и тем более входить вовнутрь.
Путешествие по Испании оказалось невероятным приключением, наполненным впечатлениями и удивительными открытиями. Мы побывали в самых красивых уголках этой удивительной страны, погрузились в атмосферу Барселоны, насладились пляжами Пальма-де-Майорка, позабавились в Бенидорме, ощутили адреналин в Валенсийском аквапарке и насладились красотой Аликанте. Мы увидели множество достопримечательностей, которые запомнятся нам на всю жизнь. Мы советуем всем по возможности отправиться в этот невероятный мир, чтобы собственными глазами увидеть все красоты, которые мы вам показали. Испания — это не просто страна, это настоящий мир чудес, который ждет вас. Если наше путешествие понравилось вам, поддержите наш канал на YouTube. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и оставьте свои комментарии. Ваша поддержка для нас очень важна. Сейчас мы направляемся обратно в Норвегию, где продолжим делиться с вами нашими приключениями. У нас много интересного впереди, в том числе мы планируем путешествовать по всей Норвегии и показывать вам все ее красоты. Следите за нами на нашем канале «Прилетели», чтобы не пропускать ни одного момента нашего увлекательного путешествия. Всем добра и до новых встреч, а мы полетели. Все, друзья, наше путешествие по Испании закончилось. Мы улетаем обратно в Норвегию, так что поддержите наш канал. Ждите новых выпусков, уже зимних, с Норвегии.